Я должен ответить. Не отвечай, Картик. Не бойся. Никто ведь не придет убивать тебя за это. Привет, друзья! Меня зовут Олег, и вы на канале Киногост. Картик звонит Картику 2010 года. Картик Calling Картик. Индийская психологическая драма с элементами саспенса, детектива и даже мистики, с Фарханом Ахтаром и Дипикой Падуконе в главных ролях. Снятая режиссером Виджаем Лалвани и спродюсированным Фарханом Ахтаром и Ритешем Ситхвани на студиях Excel Entertainment и Reliance Big Pictures. Бюджет картины «Картик звонит Картику» 2010 года составил $2 800 000, при мировых кассовых сборах $3 900 000. В центре сюжета неприспособленный к жизни неудачник Картик Нараян, которому однажды в 5 утра звонит незнакомец, благодаря которому его жизнь резко меняется к лучшему. Главная интрига фильма – кто же скрывается по ту сторону телефона, разделившего жизнь героя Фархана Ахтара на «до», никчемного неудачника, и после неотразимого матча, сходу добивающегося желаемого. Боже, я поняла, ты не пьешь. А что, если я напьюсь? Ты воспользуешься этим? Нет. Тогда какая разница? Картик звонит Картику. Актеры и роли. Фархан Ахтар. Картик Нараян, менеджер отдела продаж строительной компании. Дипика Падуконе, Шонали Мухарджи, коллега Картика, его девушка. Рам Капур, Камат, сэр, начальник Картика. Шифали Шах, доктор Швета Капади, психиатр Картика. Виван Бхатена, Ашиш, коллега Картика, с которым встречается Шонали. Випин Шарма, арендодатель, хозяин квартиры Картика. Ятин Кореякар, босс Картика, Блю Драфт, курьер. Свапнел Десая, Кумар Нараян, брат Картика. Что мне сказать, чтобы вы поверили? Что вы сегодня заставили меня ждать целый час? И что у вас не было сдачи с 1000 рупий? Почему вы не можете поверить в то, что я существую, черт возьми? В то, что мои звонки помогли? Что я добился того, чего вы и ваша терапия не могла сделать за много лет? Пытаясь подготовиться к своей роли одинокого интроверта Картика, Фархан Ахтар изолировал себя дома и на работе и выключил телефон. Друзья находили поведение Фархана странным, так как обычно он был веселым и открытым к общению. О своей роли в фильме «Картик звонит Картику» Фархан сказал: «Это был характер персонажа, которого я играл. Он – парень потерянный в своем мире». Персонаж Дипики Падуконе в фильме «Картик звонит Картику» курит, поэтому актриса уже практически отказалась от роли, так как боялась приобрести зависимость от сигарет, и продюсеру Ритешу Ситхвани пришлось заказать для Дипики органические сигареты без никотина, после чего она согласилась на роль Шонали. Фархан Ахтар научился собирать кубик Рубика, который Картик собирает с одной попытки. Для этого он постоянно носил его с собой и тренировался при любой возможности. В большинстве вырезанных сцен Дипика Падуконе курила открыто и весьма экстравагантно, что было воспринято цензурой как реклама курения и удалено из конечного варианта фильма «Картик звонит Картику» 2010 года. Само название «Картик Calling Картик» уже обозначило самый важный сюжет в фильме. Разве ты не хочешь все исправить? Не хочешь изменить свою жизнь? Поверь мне, Картик. Я хочу изменить свою жизнь. Доверься мне, Картик, верь мне, Картик, верь мне, и все будет хорошо. Я верю тебе. Фильм «Картик звонит Картику». Сюжет. Картик Нараян, Фархан Ахтар, интроверт-неудачник, работающий в строительной компании. Его постоянно мучает чувство вины за случайную смерть старшего брата Кумара, который постоянно издевался над ним в детстве. Эту проблему он пытается решить с помощью доктора Шветы Капади, Шифали Шах, своего психиатра. Шонали Мукерджи, Дипика Падуконе, сотрудница в компании Картика, в которую он тайно влюблен. Она даже не знает о его существовании. Картик пишет письма Шонали на e-mail каждый день в течение 3 лет, но боится их отправить. После того, как его высмеял и уволил при всех босс мистер Камат Рам Капур, Картик решает покончить с собой. Когда он собирается это сделать, ему звонит незнакомец и говорит, что его зовут Картик, убеждая его, что у него есть возможность изменить свою жизнь. Звонки раздаются в 5 утра, и звонивший дает советы по проблемам Картика, помогая ему стать успешным человеком, завоевать сердце Шонали и добиться успеха в карьере. Однако, когда Картик рассказывает Шонали своему психиатру о телефонных звонках, вопреки предупреждению, таинственный незнакомец на том конце провода говорит, что он уничтожит его жизнь. Картика увольняют с работы, и Шонали оставляет его. Картик отправляется в неизвестное ему самому место, селится в небольшом отеле и просит администратора брать телефон и номер двери его комнаты.
Картик комфортно живет и работает в Качине, но по-прежнему отказывается от телефона. По просьбе своего босса он вынужден купить стационарный телефон, но так, чтобы самому не знать его номер. Однако однажды в 5 утра ему звонит Картик, который угрожает убить его. Тем временем с Шанали связывается доктор Кападзе, который сообщает ей, что Картик на самом деле страдает шизофренией. У него есть альтер-эго, который советует ему, как жить дальше. Выясняется, что странным звонившим был сам Картик, придумавший себе брата по имени Кумар. Телефон Картика способен записывать сообщения и выполнять функцию воспроизведения в определенное время, благодаря чему он отправлял сообщения самому себе. На фоне обострения шизофрении Картик снова пытается покончить с собой. Шанали, осознав правду, приезжает, чтобы спасти его. Влюбленный мирится, и Шанали помогает Картику справиться с его расстройством. Только что услышал, что ты уехала в Гоа на неделю. Вернешься через 3 дня. Каждый день без тебя как целая жизнь. «1317 неотправленных сообщений». Почему ты не отсылал их? Самое хорошее в индийском фильме «Картик звонит Картику» то, что в нем нет традиционных для Болливуда песен и танцев со сменой нарядов и географических локаций. Фархан Ахтар в роли Картика Нараяна типичный неудачник, который хочет наладить жизнь, и у него это получается. Скромный, милый, интеллигентный молодой человек. Когда Фархан играет больного шизофренией человека, ему безоговорочно верят. Картик звонит Картику 2010 года. Яркая история на грани психологии и психиатрии, способная по-настоящему увлечь зрителя. История, лишенная ужасов, характерных для хоррора, она очень тонко обращается с материалом, что позволяет Картик Колин Картик обойти стандартные сюжетные решения и при этом не растерять напряжение. Картик, а тебе-то что за дело? Мне нравится звук пощечин. Пощечин? Как ты мог? Ты лгал мне. Картик звонит Картику очень сильная, стильная, оригинальная работа во всех смыслах, включая актерскую игру, особенно Фархана Ахтара, сыгравшего такие разные ипостаси своей личности. Несмотря на предсказуемую концовку фильма «Картик звонит Картику», безусловно, стоит смотреть. Хотя бы ради того, чтобы увидеть очередную качественную двойную, в некотором роде, роль Фархана Ахтара. Несмотря на множество хитросплетений, фильм смотрится легко и с удовольствием, лишь добавляя напряжение в моменты, когда Картик звонит Картику. Установлено время 5 часов утра. Пожалуйста, оставьте сообщение. Помнишь меня, Картик? Ты еще пожалеешь, что не умер. Теперь я доберусь до тебя, Картик. Я нашел тебя.